Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк из школы боя УВЭЙ. В этом уроке мы покажем, как пользоваться эмоциями в поединке, что такое эмоции, какие они бывают. Рабочее название этого принципа у нас эмоции заразительные. Вы сейчас увидите, как профессиональные бойцы пользуются этой техникой, этой тактикой в своих поединках. Эмоции можно через свое настроение зарядить своего противника. Например, если он очень активный, а вы будете немножко более медлительны за счет дистанции безопасной, да, вы можете его как бы немножечко погасить. Или навязать свою манеру, например, дерганую, чтобы его еще больше уморить. Или, например, какие бы атаки противник не делал, вы всегда улыбаетесь. И это тоже его немножечко как бы вводит в смятение, потому что любые удары, вам-то может быть больно, но вы демонстрируете улыбку, как будто для вас это ничего не значит. И это действительно наносит такой неуверенность вашему противнику. Или наоборот, если вы становитесь более такие агрессивные, можете испугать его, и он сломается, если духом слабый. Поэтому эмоции в поединке очень важны. Также, если вы видите, что я вижу, что противник немножечко начинает уставать и атакует меня, я могу еще больше показать свою усталость, чтобы его как бы спровоцировать на атаку. Дыханием, тяжелым дыханием, усталостью как будто. Он начинает себя изматывать, я защищаюсь. Ну, на самом деле, я так еще не устал, но показываю свою усталость. И когда я уже действительно вижу, что он свою атаку проводит и начинает уставать, он уже подошел к тому моменту, где уже он устал, тогда я могу резко перейти уже в контрдействие и как бы одержать победу за счет того, что он действительно устал. А я как бы обманул за счет своих эмоций и внешнего вида. Вот это немножечко теория. Обычный поединок, пятнашки. Начинаем, минутку работаем где-то просто пятнашки, а потом кто-то из нас начинает демонстрировать усталость. Например, я начинаю. И когда я начинаю показывать усталость, противник мне скажет, верит он в это или нет. То есть, получается у меня обмануть его или нет. Также к усталости мы добавляем еще, где-то он ударил меня, и я показываю, что мне больно. Тоже эмоциями показываю, что больно. И если он верит, он говорит, о, пробил или нет. Поэтому, пропустив какой-то незначительный удар, покажите, что он для вас болезненный, чтобы вовлечь его в эту же атаку, а вы можете это использовать против противника. И таким образом как бы общаемся и работаем. Пробуем сейчас на усталость и на пробой, на сильный удар, как будто. Второе упражнение – это работа на темпах. То есть сейчас начинаем очень активно работать и показывать своим дыханием, что вы устали. И когда я уже как будто устал, мой противник тоже начинает мне активно атаковать, я потом могу резко переключиться и тоже уже с полностью уставшего состояния работать максимально активненько. Следующее упражнение, это уже тоже в таком техническом поединке. Я пытаюсь, когда с ним работаю, со своим противником, партнером, где-то глазами показать, туда посмотрел, или где-то вниз. То есть даже можно немножко разговаривать. И моя задача сейчас вести бой немножко
взглядами, словами выводить из равновесия моего противника, обманывать его, для того, чтобы провести свою атаку. Пробуем. Ошибка первая. Не заиграйтесь. Если вы провоцируете эмоционально вашего противника, но не учитываете дистанции, его подготовки, то можете заиграться и пропустить удар. Когда вы провоцируете, используйте вот эти эмоции, такие шуточки, что держите безопасную дистанцию и учитывайте его атаку. Вторая ошибка. Если хочешь обмануть, ты должен сам поверить в свой обман. То есть, если я смотрю на его ногу, например, да, то я должен выдерживать дистанцию, первая ошибка. Смотреть реально что-то увидеть. Да, и только тогда он поверит. Я посмотрел, ну, а периферически я вижу его, где он находится, чтобы провести удар. Это тоже очень важно. Третья ошибка. Не повторяйтесь. Если вы там один раз поправили защиту, там, второй раз поправили защиту, смысла уже нету. Где-то поправили защиту, где-то посмотрели. То есть будьте максимально разнообразны. Повторение, оно не сработает на вашем противнике. И еще одна ошибка. Это если вы вот эту эмоциональность свою очень часто применяете. Но если вы очень разнообразны, то вы устали, то вы агрессивный, то вы какой-то пассивный, то у вас нога болит, то вы там пробили, то у вас удар не проходит. Вот все на таких обманах эмоциональных. Вот, тогда может хорошо сработать на протяжении всего боя. Какое преимущество? Преимущество, что даже более слабый противник может победить сильнее себя, потому что он за счет вот этого обмана эмоционального и напора, может быть, психологического, он может сломать дух противника и победить. Он может, даже просто противник может испугаться вас. Вот. Часто бывает на улице, что маленькие, но дерзкие ребята, они ломают больших парней. Она не всем тоже подходит, но тот, кто более раскрепощен по жизни и вот тоже в зале, у него она точно зайдет. А те, кто закомплексован, тоже полезно поработать, немножко расширить свой эмоциональный мир. Пробуйте, практикуйтесь. Я думаю, что все будет получаться. Будут вопросы, пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями. И до встречи на новых уроках.